Почему в нашей культуре нет привычки говорить комплименты друг другу в браке? Если мужчины еще говорят их иногда, то женщины после нескольких лет в браке говорят их очень редко. Это очень интересный вопрос. Я думаю, да нет, я уверена, что причина в том, что нас не научили этому в детстве. Мы, взрослые, по сути, это совокупность нашего опыта в детстве, когда мы неосознанно обучаемся жить от наших родителей, от социума, в котором мы были, от общества, кто нас там окружал, какой учитель у нас был в школе, какая бабушка с нами сидела, какая соседка, не знаю, там в деревне коз пасла, и мы иногда с ней разговаривали, то есть где мы выросли. И когда мы маленькие, мы учимся этому, даже не замечая того. И вот мы сегодня все взрослые, в том числе и наш навык говорить комплименты или нет этого навыка говорить комплименты, это совокупность того, что мы в детстве видели, плюс чему мы уже осознанно научились во взрослом возрасте. Это знаете, как мы там языки учим осознанно во взрослом возрасте, потому что решили его учить. Или спортом занимаемся осознанно. Так и комплименты мы можем научиться осознанно говорить во взрослом возрасте, просто поставив себе такую задачу и поняв важность этого. Но если мы специально этому не научились, и в детстве у нас не было примера перед глазами, где, например, женщина бы в паре, в семье говорила мужу своему комплименты, то нам неоткуда взять этот опыт. При этом я сейчас живу в Испании и наблюдаю за испанскими семьями. И вы знаете, в Испании это умеют делать. Они изначально своих детей в детстве очень много хвалят. Например, любая испанская женщина, плюс-минус за каким-то исключением, всегда считает себя красивой, независимо от того, объективно красива она или нет. То есть она может весить под 100 килограмм, она может быть, не знаю, там, с кривым носиком, с какими-то нестандартными чертами лица, то есть не подходить под каноны красоты, но она будет внутри вот прям на 100% уверена, что она красивая. Почему? Потому что у них на автомате, на автоматизме, не задумываясь, все родители говорят своим детям одну и ту же фразу с момента самого рождения, вот с пеленочек. «Ой, ты какая красивая девочка», там по-испански они это говорят. «Какой ты красивый мальчик», там, окей, про мальчика не уверена, может быть, мальчику другой какой-то комплимент, но девочкам это точно говорят. И вырастает девочка, которая в любой ситуации, у них вот проблем с самооценкой по теме красоты вообще нет. У нас в русской культуре не всем девочкам это говорят, не всем говорят, что они умные и красивые, не всем мальчикам говорят, какие они молодцы, что там, не знаю, завоевали царем какой-то горы в детстве стали, да. И точно так же мы смотрим на наших родителей в детстве. И что мы видим? Вот вспомните сейчас прям своих родителей глазами ребенка, себя. Вы слышали, чтобы ваша мама говорила папе много комплиментов? А папа маме? Это наш опыт. Но очень важно, что все мы взрослые можем поставить себе задачу научиться по-новому, определенным образом потренировать это, и тогда это войдет в нашу привычную жизнь. Собственно, есть такой метод психологии, когнитивно-поведенческая терапия, которым я сейчас начинаю активно заниматься. Он мне очень интересен именно тем, что там люди обучаются осознанно получить во взрослом возрасте уже те навыки, которые хорошо бы всем иметь, которые очень полезны для жизни. Но в детстве не было примера, не было окружающей среды, где эти навыки бы естественным путем ребенок получил, просто находясь, говорится, в нужное время, в нужном месте, и просто копируя то, что его окружает.